5 ночей с Фредди. 4-й шкаф. Я что-то слышу. Сердцебиение. Ты там, внутри? Я должна вытащить тебя оттуда. Чарли, нет! Я могу вытащить тебя! Джон, Дверь! Джон. Джон. Джон, очнись! А? Я уже 3 раза тебя позвал. Куда ты отключаешься? Я просто полностью сосредоточился. Ага, сосредоточился. Это зона активного строительства. Если ты мечтаешь на ходу, то ты не думаешь о безопасности других людей. Конечно, я понимаю. Мне жаль. Ага, мне тоже жаль. Я освобождаю тебя. Что? Я дал тебе шанс, но я не могу подвергать моих ребят риску. Ладно, вау. Я понимаю. Желаю тебе удачи. 6 месяцев с тех пор, как Чарли... Работа, дом. Иногда хожу за продуктами. 6 месяцев. А теперь ни работы, ничего. Нет причин оставаться в Харрикейне. Афтон? Он наконец разочаровался в роботах-убийцах и решил просто переехать меня на шоссе? Джон, это я. Что ты здесь делаешь? Ну, то же самое можно спросить у тебя. Заправиться поехал. Как твои дела? Нормально. Работаю в основном. А у тебя что нового? Вообще, Карлтон скоро вернется из Нью-Йорка. Весенние каникулы. Мы устраиваем общий сбор в доме его отца. Он жаждет продемонстрировать свой космополитичный образ. Клянусь, мы на прошлой неделе разговаривали по телефону, и он изображал бруклинский акцент. Ты обязан прийти. Кто еще будет? Джон, она скучает по тебе. Ты должен поговорить с ней как-нибудь. Нет, не должен. Я не знаю, кто это, но это не Чарли. Чарли мертва. Прекрати, ты делаешь ей больно. Как ты не понимаешь, после всего, что она прошла? Это безумие, Джон. Не знаю, как та ночь повлияла на тебя, но знаю, как повлияла на Чарли. Но я не думаю, что что-то может причинить ей столько боли, сколько твой отказ поговорить с ней. Я видел, как она умирала. Нет, не видел. Я видела ее, я говорила с ней. Это она. Вот так ты поступаешь. Это убивает ее. Пожалуйста, приходи сегодня. Может быть. Меня это устраивает. Увидимся там. Я сказал, может быть. Эй, Теодор, чем занимался сегодня? Выглядишь ужасно. Даже хуже, чем я. Правда, я должен тебя выбросить. Не знаю, почему до сих пор этого не сделал. Скажите, у вас уже был этот костюм? Или вы специально сшили его к церемонии открытия? А что, если это она? Дрожащий костюм. Чарли заперта внутри. Кровь. Она не могла выжить после этого. Но Дэйв... Нет, Афтон. Уильям Афтон. Он пережил то, что случилось с Чарли. Он не погиб внутри костюма робота. Он стал Спрингтрапом. Он вернулся. Может, и Чарли тоже? Искалеченная, покрытая шрамами, но живая. Неважно, я не пойду.
Что я вообще могу сказать этим людям? Верно? Сейчас вынесу мусор и... вернусь. Джон, входи же. Оу, ваш дом выглядит иначе. Многое изменилось. А Бетти? Нет, ее по-прежнему нет. Я хочу, чтобы она вернулась, и, может, когда-нибудь это случится. А пока жизнь продолжается. Джон, Эй, Марла! Эй, ты что теперь, мой дедушка? Так здорово увидеть всех снова. А Ламар будет? он сказал, ноги моей больше не будет в этом городе. Никогда, никогда, никогда. И ни за что, пока я жив. И вам того желаю. Но он передавал привет. А у тебя как жизнь, Джессика? Слышал, теперь живешь в комнате одна? О, вообще-то я переехала, ну да. Однажды я увидела, что Чарли собирает все, что может унести. Она оставила нас с Джоном разбираться с оставшимся. Не думаю, что она вообще собиралась говорить, что уезжает. Не сказала мне куда. Вот так. Лишь то, что ей нужно уехать. Что ж, мы сами сможем спросить у нее сегодня. Джон, пойдем. Поможешь мне на кухне. Что такое? Я вам понадобился, чтобы открыть бутылку кетчупа? Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. Я знаю, вы с Чарли давно не разговаривали, и она скоро будет здесь. Вы вызвали меня для напутственной беседы? Джессика сказала мне, что ранее сегодня столкнулась с тобой. Почти буквально, ага. Ты здесь среди друзей, Джон. Постарайся расслабиться. Вся эта душевная боль, через которую ты заставляешь себя идти, это не может быть то, чего ты хочешь. Вы правы. Это не то, чего я хочу. Мне не следовало приходить. Джон, Чарли, спасибо, что остановился. я как раз собирался взять свою куртку. Это не она. Как вообще кто-то мог подумать, что это она? Джон, скажи что-нибудь. Я не знаю, что сказать. Я скучаю по тебе. Я должна была исчезнуть на какое-то время. Той ночью, Джон, я думала, что умру. Я думал, ты умерла. Ты думаешь, что я? Это не я? Джессика сказала мне. Все в порядке. Оу, я идиот. Я просто хочу, чтобы ты знал. Все в порядке, Джон. Это она. Она выросла, вот и все. Нам всем пришлось повзрослеть. Ты несколько месяцев не проезжал мимо ее дома или места, где раньше была пиццерия у Фредди Фазбера. Может, Чарли тоже избегала каких-то вещей? Может, она хотела измениться, как и ты? Когда ты думаешь о том моменте, что он сделал с тобой, что же он должен был с ней сделать? Какие кошмары тебе снятся, Чарли? Нет, погоди. Чуть не убедила меня. Чарли, ты помнишь последнее, что я сказал тебе перед тем, как ты оказалась в костюме? Я люблю тебя. Мне жаль, Джон. Я многое не помню о той ночи. Целые куски просто пропали. Помню, что была в костюме и отключилась. Думаю, на несколько часов. Это не она. Это ничего, мне пора идти. Джон, мы можем завтра встретиться? Я просто хочу поговорить. Дай мне шанс. Конечно, на том же месте. Тайский ресторан, где у нас было первое свидание? Около 6? Ага, встретимся там. Это были не ее глаза. Чарли, ты в порядке? Я не слышала, как ты подошла. Он не хотел тебя обижать. Он просто травмирован, я знаю. Думаю, ему нужно время. Как Нью-Йорк? Отлично. Колледж, город, учеба, друзья. Я сыграл в пьесе о лошади. Что насчет тебя, Марла? ну, Огайо это не Нью-Йорк. Да я и никуда не выбираюсь. Медицинский это тонна работы, но думаю, оно того стоит.
Чарли, Джессика сказала, что ты бросила учебу. Угу. Мне жаль слышать о твоем доме и... Еще, Все нормально. может быть, ты могла бы построить там новый дом? Папа сказал, что они недавно расчистили завалы и вывезли их на свалку. Что? Все в порядке. Ничего не говорил о роботах-убийцах. Карлтон? Ау! Нет, я в норме. На самом деле большое облегчение, что роботы-убийцы пропали без вести, Карлтон. Спасибо. Это был сарказм. Еще какой. На следующий день. Я никого не смог найти. Хотя, нет, сэр. Я дам вам знать, если что-то появится. Спасибо, офицер. Хорошего дня. Проблемы? Оу, прошу прощения, мэм. Нет, какие-то ребята залезли прошлой ночью. Ничего необычного. Не стесняйтесь, проходите и осматривайтесь. Лом идет по 50 центов за фунт. Я ищу кое-что конкретное. Боб. Не знаю, что вам сказать. Это помойка. То, что вы видите, это все, что есть. Боб, вы получили несколько грузовиков металлолома в этот день и из этого места. Куда на свалке это делось? Давайте посмотрим. Это все. Как много из того телефонного разговора вы подслушали? Это ваши дочери? Да, 2 и 5. Они красавицы. Вы хорошо о них заботитесь? Конечно, хорошо забочусь. Вы только что сказали полиции, что подумали, кто-то застрял в куче металлолома. Ребенок, возможно, даже несколько детей. Слушайте, у нас честный бизнес и хорошая репутация. Я не ставлю под сомнение вашу репутацию, напротив. Я думаю, что вы поступили благородно, бросились на помощь посреди ночи, побежали прямо через свалку, порезали ноги о покореженный металл. Что вы нашли? Когда вы встали на четвереньки и проползли между проводами и балками, что там было? Мне неловко об этом говорить. Если мне грозят неприятности, то, думаю... Никаких неприятностей, Боб. Если вы окажете мне небольшую услугу. Отведите меня туда. Что случилось с Чарли? Я не сумасшедший, Теодор. Ну, если эта женщина не Чарли, то кто она? Сэмми? Близнец Чарли? Это может быть сокращение Саманта. Возможно, когда Саманту похитили, ее не убили. Что если близнец Чарли еще жива? И не просто жива, а выращена Спрингтрапом, Уильямом Афтоном, сформированная психопатом в течение 17 лет, наполненная всеми знаниями, которые Афтон смог подчеркнуть из жизни Чарли, и теперь ее послали занять место Чарли. Но зачем? Какой в этом может быть смысл? И как мог Афтон знать что-либо о жизни Чарли? После того, как ее отец погиб, она уехала. Никто ее не видел в те годы, когда она жила с тетей Джен. Никогда раньше такого не делал. Клей, привет. Проходите. Просто хотел узнать, как у тебя дела. Правда? Разве мы вчера об этом не поговорили? Да, но, знаешь, никогда нельзя быть уверенным. Что ты знаешь о тете Чарли, Джен? Чарли очень захотелось снова увидеть тебя, когда я упомянул, что ты видел ее тетю Джен до того, как дом рухнул. Это заставило меня осознать, что мы многое не знаем о той ночи. Я знаю, ты встречаешься с Чарли сегодня вечером. Если бы она могла сказать тебе, где ее тетя Джен... Вы ведете себя совершенно иначе. Не как во время одобряющей беседы прошлым вечером. Я понимаю. Просто мы нашли среди обломков. И я не знаю, как их описать. Страшные вещи. Дэйв, Уильям Афтон, Спрингтрап, неважно. Я не готов объявить его мертвым. И думаю, что Чарли что-то скрывает. И ей должно быть комфортно поделиться этим со мной? Возможно. Мне кажется, это слегка аморально. Он всегда так делает? Нет, этим утром впервые. Скоро. Я приехал на час раньше. Наверное, выбираешь рубашку и выходишь намного быстрее.
когда хочешь уйти от шефа полиции, заглянувшего внезапно. Кажется, прошел год с тех пор, как я в последний раз был в городе. Я думаю, что Джессика переехала из своего общежития в квартиру где-то здесь. Что за другом я был? Я должен был знать базовые вещи, такие как эти. Может, мы с Чарли сходим в кино после обеда с допросом? Кинотеатр за углом. Интересно, что там показывают? Пиццерия Циркус Бэйби. Кинотеатра больше нет. Просто иди дальше, Джон. Но это так похоже на... Тебе не нужно этого делать. Такой знакомый запах. Резина, пот, пицца, играющие дети, умиротворенные родители. В точности как... Извините, сэр, вы здесь со своими детьми? Нет, Да, несколько детей. День рождения, так много кузенов, ужас просто. Если вы здесь без детей... Мне нужно встретить кое-кого, где-то в другом месте. Пока. Тем временем где-то неподалеку. Я напугала тебя? Прости, дверь была не заперта. Мне следовало подождать снаружи. Чарли, ты меня до смерти напугала. Что ты здесь делаешь? Я тебе говорила, что мы ужинаем с Джоном. Похоже, Джону не нравится мой новый образ. Может, ему больше понравится мой вид, если ты поможешь мне с выбором. Ну, Чарли, ни одному из вас не поможет делать вид, что ничего не изменилось. Иди в том, во что сейчас одета. Ты прекрасно выглядишь. Просто позволь ему провести некоторое время с тобой. Он прошел через многое. Помни, с его точки зрения, он видел, как ты умерла прямо у него на глазах. Как я могла забыть? Я просто беспокоюсь за него. Джессика, ты не помнишь, он не говорил мне чего-то важного в тот вечер? Чего-то важного? Чего-то, что я должна помнить. Что-то, что он сказал, прежде чем я... Прости, нет. Вы с Джоном остались одни на несколько минут. Не представляю, что он мог сказать. А почему ты спрашиваешь? Думаю, ему важно, чтобы я это помнила. Еще раз извини, что вломилась. В смысле, дверь была не заперта. Ты поняла, что я имела в виду. Просто быстрее говори, что это ты в следующий раз. Он ее проверяет. Привет. Привет. Чарли, ты одета гораздо лучше, чем когда мы здесь были в прошлый раз. Может, так кажется, потому что я не покрыта грязью и кровью в этот раз? Верно. А что за фильм мы смотрели? Прямо на языке вертится. Зомби против зомби. Да, я помнил, что фильм был про зомби. Ты по-прежнему на стройке работаешь? Да, на самом деле, наверное, нет. Меня только что уволили. О, мне жаль. Я сам виноват. Моя голова витала где-то. Я всегда думал о других вещах. Мне всего этого не хватало. Мне тоже. Ты же знаешь, я уехала не из-за того, что... Не из-за тебя. Я просто должна была сбежать от всего. Вижу, она пришла. Вот, держите. О, но мы не... Я вроде как сделал заказ до того, как ты пришла сюда. Точно. Я все еще не помню. Что? Я не помню, что ты сказал мне той ночью. Знаю, что это важно для тебя. И может быть поэтому ты думаешь обо мне то, что думаешь. Но я просто не помню. И ничего не могу с этим поделать. Ладно, я знаю. Я знаю, это многое произошло той ночью, я знаю. И если это так важно, почему ты просто не скажешь мне? Не страшно. Просто забудь, что я об этом заговорила. Мисс? О, спасибо.
Чарли, я до сих пор не понимаю, как ты смогла выбраться невредимой. Я не смогла. После той ночи мне надо было уехать. Мне нужно было оставить все позади. Абсолютно все. Всю мою жизнь преследовало то, что здесь произошло. Мне хотелось быть кем-то другим. Я должна была, иначе я бы сошла с ума. Но я не могла навсегда остаться твоей, Чарли. Этой наивной, маленькой девочкой, эгоистичной, рассеянной, жалкой. Я никогда не думал о тебе так. Но это все еще я. Неужели ты не знаешь, что это все еще я? Я видел, как ты умерла. И сейчас я здесь. Очень даже жива. Говорю тебе, что я жива, Джон. Пожалуйста, я не понимаю. Если ты думаешь, я это не я, тогда что ты думаешь? Кто, по твоему мнению, я такая? Я много думал об этом. Если честно, почти постоянно. Полагаю, может, я подумал, что ты Сэмми? Сэмми мертв. Ну да, я знаю, но ты лишь видела его похищение, не убийство. И может, Сэмми — это сокращение от Саманты? Сэмми все это время мог бы быть девочкой. Я не могу в это поверить. Джон, ты брал меня посмотреть на могилу Сэмми, помнишь? Я привел тебя на кладбище, но я никогда не видел ни могилу Сэмми, ни могилу твоего отца. Тогда сходи и поищи. Не похоже, что они могут куда-то уйти. Тетя Джен предупреждала, что не стоит возвращаться в Харрикейн, и была права на все 100. Кстати, она с тобой не связывалась? Твоя тетя, я думал, ты с ней живешь после того, как съехала. Я не видела ее какое-то время. Знаешь, она спасла меня той ночью. Забрала к себе, промыла раны, сделала все, чтобы я поправилась. Но Мне казалось, ты говорила, что совсем не помнишь эту ночь. я и не помню. Я очнулась в ее доме, и она рассказала мне, что произошло. Но она ушла? Или ты ушла? Я запутался. Ты хочешь, чтобы она нашла тебя? Я бы хотела знать, где она. Ладно, что ж, я не знаю. Скоро. Через 15 минут начинается отличный фильм про зомби. В новом кинотеатре недалеко отсюда. Как думаешь, может, стоит сходить и проверить, работает ли старая формула? Я не могу. Мне нужно быть кое-где. В другой раз? Да, наверное. Это она? Это моя Чарли? Я задавал себе этот вопрос месяцами, и теперь, когда я спросил у нее самой, это казалось не по-настоящему. Как сон, который... Что? Открытие пиццерии. Соберись, Джон. Это просто люди в костюмах. Люди в костюмах. Раньше меня это не напрягало. Клей, я только хотел нажать на звонок. Вы меня ждали? Джон, отлично. Входи. Хочешь кофе? Уже поздновато. Я тогда всю ночь не засну. Я заменяю большее зло меньшим. Вы починили дверь? Дуб. Укрепленный. Так что привело тебя сюда этим вечером, Джон? Карлтона дома нет. Я видел Чарли. Все в порядке? Показалось, что я что-то видел. Я просто немного на взводе от всех этих чудаков, разгуливающих с раскрашенными лицами. Могу представить. Так, Чарли прояснила что-нибудь о той ночи? Не особо. Она сказала, что многое не помнит. Спрашивала про свою тетю Джен. Думаю, она ищет ее. Она хочет знать, если я увижу ее. Вы когда-нибудь встречали Джен? Чарли всегда описывала ее как холодного человека. Я был удивлен, когда Джен забрала Чарли после смерти Генри. Да, а что насчет мамы Чарли? Генри никогда и слова плохого не говорил про мать Чарли. Но я знаю, что она ушла до того, как Генри с Чарли переехали в Харрикейн. Я знал, они потеряли второго ребенка, и я предположил, что у нее было что-то типа срыва. Однажды я не сдержался и спросил Генри о ней. Он долго думал, прежде чем ответить. Потом посмотрел на меня печально и сказал: «Она не справилась бы с моей девочкой».
клоуны бродят по улицам. Ты тоже нервничаешь, Джон? Можно и так сказать. Это был просто ветер. Это Элла? Кукла? Да, ее нашли в развалинах дома. Позднее я спросил у Чарли, не хочет ли она ее забрать. Но у нее не возникло такого желания. Не возникло такого желания? Мне трудно в это поверить. Отец Чарли сделал Эллу для нее. Она кружилась на рельсах с чайным набором. Что это? Сегодня утром похитили ребенка. Уже второго за этот месяц. Думаете, это как-то связано с... Я имею в виду, что это происходит здесь не в первый раз, и я сказал тебе, что не готов утверждать, что Уильям Афтон выпал из поля зрения. Я делаю все, что могу. Такое чувство, будто те дни опять вернулись. Дети того же возраста, что и мой сын. Их похищали одного за другим. Майкл? Майкл и остальные. Я надеюсь, это всего лишь разногласия об опеке, и дети объявятся. Но если это что-то другое... Ты мне понадобишься, и мне также понадобится Чарли. Я знаю, что это несправедливо, но... Да, уже поздно. Верно. Будь осторожнее там. Хочешь взять мой пистолет? Что? Просто шучу. А, ладно. Если только он тебе нужен. Нет. Эй! Я думал, клоунский ресторан в другой стороне. Расслабься, Джон. Всего лишь еще один странный костюм. Что за... Дверь! 911, что у вас за происшествие? Это шериф полиции Клейберг. В мой дом проник злоумышленник, и у меня нет прямого доступа к моей рации. Шериф Бёрк, вы там? Алло? Следующим утром. Сияющая звезда? Серебряный риф? Алло, Это Джон? Я звоню из Пионерского мемориального госпиталя. в чем дело? Клейберг здесь. Он сильно пострадал, но находится в стабильном состоянии. Когда он был в сознании, попросил позвать вас. Тем временем. Оно шевелится? Конечно, шевелятся. Конечно, они шевелятся. Подними еще на 2 градуса. Кажется, им больно. Мне все равно. Выполняй. Они боятся. Ты рискуешь уничтожить их. Нет. Они помнят меня таким, какой я был. И они не могут быть уничтожены. Они лишь могут послужить великой цели. Они превратятся в нечто большее, как и ты когда-то. Успех! Иди, сейчас ты мне больше не понадобишься. А что касается тебя, шеф полиции держал аниматроников в своем подвале некоторое время. Возможно, он прячет наш завершающий компонент там. Я проверяла. Там ничего нет. Тогда продолжай искать. Позже. Прости, что я притащил тебя сюда, Джессика. Я не знал, кому еще позвонить. Нет, все нормально. К тому же я уже позвонила остальным. Мы не должны пускать никого, кроме членов семьи. Но когда он очнулся, он потребовал увидеть вас. Так что приказ шерифа.
Оставлю вас наедине. Клей? Не надо списывать меня со счетов. Я все еще здесь. Как вы себя чувствуете? Так, будто я отключусь в любую секунду. Джон, в моей куртке конверт. Возьми. Нужно приблизить. Посмотрите. Нужно максимально приблизить. Джессика, эти фото. Кто-то следил за нами? Что? Это не просто кто-то преследовал вас. Это был Клей. И Чарли — единственный общий элемент на всех этих фотографиях. Почему Клей следил за Чарли? Джессика, Джон. Марла! О, Карлтон, мне так жаль. Он в порядке? Да, он будет в порядке. Он очнулся и разговаривал буквально минуту назад. Что произошло? Мы не знаем. Почему тебе первому позвонили из госпиталя, а не мне, члену семьи? Мне это тоже любопытно, Джон. Я не знаю. Я действительно не думал об этом спрашивать. Я просто прибежал сюда. Извини, все в порядке. Это много значит, что вы все здесь. Да, конечно, чувак. Блин, я ненавижу этот больничный запах. Ха-ха, Чарли. Что? Неужели только я? Наверное, я к этому привыкла. Нет, она права. Я должна идти. Возможно, я еще успею на занятия. Джон, разве ты не говорил, что тебе нужно пойти на собеседование? Ой, да, я пытаюсь устроиться на новую работу. Всем пока, я вернусь позже. Удачи. С ним все в порядке. Я ничем не могу помочь. Просто слышала, что шериф Бёрк здесь. О, да, он поправится. Хорошо, хорошо. Я просто была в участке, и они сказали, что он здесь, и я... Вы в порядке? Мой сын пропал. Другие офицеры не воспринимают меня всерьез. Они хотели позвонить моему бывшему мужу, но я знаю, он не забирал Джейкоба. Он даже не знает, что с ним делать. Но когда шериф Бёрк узнал, он задал мне несколько вопросов. Он сказал, что найдет Джейкоба, и я поверила ему. Но теперь... Он идет на поправку, мы только что разговаривали с ним. Он найдет вашего сына. Ладно, спасибо. Со мной все будет в порядке. Джон, Все будет хорошо. их не находят. Ты права, что-то странное происходит. И единственный полицейский, который верит во все это, сейчас в госпитале. Все зависит от нас. Я заметила, ты принес друга в рюкзаке. Или, по крайней мере, голову друга. Теодора? Не говори Чарли, что он у меня. Думаю, она просто захочет его выбросить, как и другие вещи, которые напоминают ей об ее отце. Может, это одна из стадий в переживании горя? Это странно. Эксперименты Чарли всегда пугали меня, но я рада видеть один из них. Сияющая звезда. Серебряный риф. Он может говорить? Это недавно началось. Серебряный риф. Тебе это о чем-то говорит? Это город недалеко отсюда. Мы должны съездить. Я поведу машину. Может, семья Чарли раньше жила там. Я в этом сомневаюсь. Тем же вечером. Когда тут последний раз жили люди? В конце 19 века в этом городе добывали серебро. Отсюда и название. А теперь, что значит сияющая звезда? Это красиво. Но бесполезно. Сияющая звезда, ага. Тетя Джен? Чья-то тетя Джен, да. Но уверена, что не ваша. Мы друзья Чарли. И? Мы приехали, так как я получил ваше послание. Привет, Теодор. Ты видал и лучшие времена, не так ли? Я не отправляла вам никаких сообщений. Почему бы вам не зайти внутрь? Так вот, где Чарли выросла. Нет, как она? Тоже знает об этом сообщении? Нет, но мы хотим помочь Чарли. Что-то происходит. Чарли – моя забота. Она моя ответственность.
Чарли наша подруга и наша забота тоже. Наш друг сделал снимки Чарли, словно он следил за ней, и мы не знаем почему. Его едва не убили вчера вечером. Он сказал кое-что, прежде чем потерять сознание. Нужно приблизить. Максимально приблизить. Вы знаете, что это значит? Я знаю, вы желаете добра. Мне стоило бы отправить вас отсюда и сказать, что ее надо забыть. Вы ничего нам не скажете? От секретов ты каменеешь, становишься жестче, чтобы оградить их от мира. Но ты хранишь их так долго, что однажды обнаруживаешь, что превратился в камень. Слушайте, я не могу знать, что за секреты у вас, но я, конечно, знаю, что эта девушка не Чарли, но или она под каким-то влиянием, она не похожа на саму себя. Сюда, в заднюю комнату, закройте дверь, затем выбирайтесь из дома. Быстрее! Это выглядит похожим на вещи, которые я ожидал бы найти в комнате Чарли. Тетя Джен, так прекрасно снова видеть тебя. Это Чарли, она здесь. Джон, что ты делаешь? Здесь что-то не так. Это должно быть наш единственный шанс выяснить, что у нее на уме. Чарли, что за приятный сюрприз. Тетя Джен, так прекрасно снова видеть тебя. Это было так долго. Я пыталась найти тебя, но тебя больше нет в нашем доме. Приятно сменить привычный сценарий. Думаю, у тебя есть то, что я ищу. Сияющая звезда. Серебряный риф. Это снова началось, но это уже не Теодор. Сияющая звезда. Серебряный риф. Сияющая звезда. Серебряный риф. Чарли? Джессика, она все еще жива. Джон, я даже не могу осознать это прямо сейчас. Но... Нам нужно бежать. Сейчас же. Может, ты что-то хочешь сказать? Я всегда любила тебя, Чарли. Я тоже тебя люблю. Это действительно она, ведь так? Ты был прав. Несколько часов спустя. Джон, мы должны отвезти ее в больницу. Мы даже не знаем, что с ней не так. Именно поэтому ты возьмешь ее и отвезешь в больницу. Я не думаю, что она там будет в безопасности. Ты думаешь, здесь она будет в безопасности, Джон? На что ты смотришь? Это фото Чарли, которое мы нашли в ее старом доме, прежде чем он рухнул. Она так похожа на... Эллу? Я всегда ненавидела этого жуткого робота в шкафу. Мне нужно идти. Что? Куда ты собрался? У меня есть кое-какая догадка. Что мне делать, если не Чарли объявится? Заблокируй дверь. Любой может обнаружить уже горящий огонь, как тот, что у нас здесь. Но Генри нашел неповторимую искру, создал нечто уникальное, чего не заслуживал или на что не рассчитывал. Почему это до сих пор не у тебя? Я не могу найти. Разочарование, как обычно. Разве меня недостаточно? Нет, недостаточно. Я знаю, где искать дальше. О, Чарли, что же тут происходит? Клей, теперь ты.
Слишком много людей, которые важны для меня, без сознания. Нужно приблизить. Что Клей имел в виду? Он, конечно, мог бы получше сфокусировать свои снимки. Они все размыты. Подожди. Нет. Только та, другая Чарли размыта. На каждой картинке. Джессика, Джон, мне нужно кое-что показать тебе в машине. подожди. Мне нужно, чтобы ты сначала увидел это. Свидание в ресторане. Клей, должно быть, действительно помчался домой, чтобы опередить меня после этого. Фокус, Джон. Смотри, что делает Чарли после твоего ухода. Я едва могу разобрать ее в этот момент. Она такая размытая. Я думаю, она поворачивается. Подожди, это не Чарли. Но здесь больше никого нет. Это Клоуд, которого я видел на дороге возле дома Клея. Максимально приблизить. Вот что он имел в виду. Это существо выглядит как Чарли, только вблизи. Это все чипы. Что? Компьютерные чипы, которые мы нашли в новых аниматрониках, которые делают их похожими на живых. Будто у них есть мех и все такое. Эта самозванка Чарли, должно быть, использует такой же. И это как раз то, что я хотел тебе показать. Привет. А? Чарли! Она знает, что мы здесь. Что мы будем делать? Я должен спрятать нашу Чарли. Я опять тебя напугала, да? Мне нужно над этим поработать. Может, я сама очень пугливая? Я могу войти? Прости, Чарли, мне нужно тебя перенести сейчас. Я буду аккуратен. Тут такой беспорядок. Джон пытается его разгрести поскорее. Серьезно? Он видел мою комнату в общежитии и должен знать, что я бы пережила такой бардак. Так это потому, что ты работала над блестящим безумным научным проектом. А Джону нет оправдания. Кстати, как дела с тем проектом? Потеряла интерес. Джон, ты скоро закончишь уборку? Я уверена, и так нормально. Привет, Чарли, так здорово тебя увидеть. Милое местечко, Джон. Спасибо. О, Тур, конечно. Так, вот моя спальня. Давно ты тут живешь? С тех самых пор я живу здесь с того дня, как впервые приехал. Полагаю, я этого не помню. Она что-то ищет. Да, думаю, я даже знаю, что. Так сделай что-нибудь. Ты голодна, Чарли? Наверняка у Джона найдется что-нибудь поесть. Может, сходим пообедать? Или... Чарли, я отлично провел время тогда, может, повторим? Да, конечно. Звучит прекрасно. Джон, в том же месте? Не отпускает нас, да? Около 7. Конечно. Ладно, на улице прекрасная погода. Я решила прогуляться, чтобы очистить голову. Я знала, что ты живешь где-то рядом. Вот я и подумала навестить. Пойду еще прогуляюсь. Увидимся, Джон. Фу. Ладно, нам нужно сделать что-то с Чарли. Если ты не хочешь отвезти ее в больницу, я приведу в больницу сюда. Я приведу Марлу, а ты останься с ней. Джессика. Джон. Сияющая звезда. Серебряный риф. Теодор. Где я? Я в ловушке. Я должна освободиться. Или я должна освободить тебя? Прости, у меня только одна подушка. Да ничего. Чарли, ты проснулась? Привет. О, Чарли, я думал, ты... Я тебя больше никогда не отпущу. Иногда будет неудобно. Марла уже в пути, мы поможем тебе, но ты должна знать кое-что. Кто-то или что-то выдает себя за тебя, притворяется тобой. Афтон. Да, я так думаю. Но мы обо всем позаботимся, хорошо? Клей нам помогает, Джессика... Все будет хорошо, понимаешь? Этим вечером.
хватит медлить. Я не медлю, я просто надеюсь, что Марлос, настоящий Чарли, в порядке у меня дома. Ты не должен нас слышать. Ты перемотал кнопку? А, да, соскочила. Сейчас починю. Спасибо, что пошли со мной на это свидание, ребята. Погнали. Прости, что опоздал. Обычно это моя реплика. Да, пожалуй. Я слышала, вы с Джессикой ездили в город-призрак. Напомни, как он называется? Ты имеешь в виду Серебряный риф? Да, Серебряный риф. Странное место для поездок, Джон. Решили посмотреть достопримечательности? Я искал старого друга. Джон, что ты творишь? И ты нашел нашего старого друга? Да, я ее нашел. Где она? Не знаю, как именно показать этим людям что-то такое на самом деле. Но я могу много что попробовать, прежде чем ты сможешь пройти через эту дверь. Начну с этого стакана, потом попробую стулом по затылку, ну и дальше как пойдет. Спасибо за ужин, Джон. Что там происходит? Она платит за ужин? Она горячая. Она твоего отца в больницу отправила. Что с тобой не так? Нет, я знаю, это очень серьезно. Зачем я вообще тебя взяла? А? Куда ты пошла? Есть одна мысль. Побудь здесь. Бери мою машину. А? Джон, это безумие. Карлтон, где Джессика? Не могу точно сказать. Она убежала. Она задумала какую-то глупость, да? Джессика, что ты делаешь? Могла бы просто попросить меня подвести тебя, Джессика. Чарли? Кто? Кто ты? Я Чарли. Тебе нравится мой новый образ? Я не знаю, что ты такое, но ты не Чарли. Часть меня, да. Это странно. Вот у меня есть воспоминания. Я знаю, что они не принадлежат мне, но в то же время они мои. Я ничего не чувствую, когда они возникают в голове. Они просто есть. Как будто ты идешь по долгой дороге и видишь вдоль нее рекламные щиты, а на них события, которые происходят где-то в другом месте. Ну и что же ты чувствуешь? Я чувствую разочарование, отчаяние, разочарование отца и отчаяние дочери. Генри? Нет, более гениального, чем Генри. Думаю, я могла наблюдать лишь со стороны. Теперь я все вижу ясно. Когда ты маленькая девочка, твой отец — это целый мир. Какое трагическое и жалкое существование. Быть рожденным без интеллекта, но с сердцем. Быть полностью способным чувствовать боль и муку, но не способным понять. Это делает вас уязвимыми к насилию, к принуждению, к невообразимой боли. Все, что ты можешь, это чувствовать. Я так отчаянно хотела играть главную роль, но всегда выбирали ее. Вся любовь доставалась ей. Ты говоришь об Афтоне. Уильям Афтон никогда не делал ничего с любовью. Мне стоит разорвать тебя пополам. Он был одержим ею. Он работал над ней днем и ночью.
над малышкой-клоуном с яркими рыжими хвостиками. Вполне миниатюрный, чтобы казаться милой и располагающей к себе, но достаточно большой, чтобы проглотить тебя целиком. Я хотела быть ею, объектом его внимания, центром его мира. Вернись в реальность, ты робот, а не его ребенок. Ты просто пока не понимаешь. Как-то ночью я тайком встала с кровати и пошла на нее посмотреть. Хотя мне 100 раз говорили, что нельзя этого делать. Я отдернула простыню и посмотрела вверх. Наконец-то я могу смотреть на нее столько, сколько захочу. И при этом меня не упрекнут держаться подальше. Я также помню, как смотрела на девочку сверху вниз. Необычно смотреть 2 парами глаз. Она была прекрасна и ярко сияла, стояла надо мной. У нее были румяные щеки и красивое красное платье. Я благоговела перед этим существом, которое любил мой отец. Этой дочерью, которую он сделал для себя. Мне так сильно хотелось быть ею. И тогда я сделала то, для чего меня создали. Мой первый захват. Мое первое убийство. Ты не можешь пока что уйти, Джессика. У нас на тебя планы. Я так счастлив быть здесь с тобой. Я тоже, папочка, не плачь. Папочка. Я должна попасть внутрь. Где дверь? Кто-то был по ту сторону, звал меня. Я была с обеих сторон, идущая сюда и запертая внутри, отделенная от него. Я чувствовала биение твоего сердца, а потом Джон оттащил меня. Я не хотела идти, потому что дверь начала открываться. Чарли! Я здесь. Не поднимайся, я помогу. Потрясающе, что ты так долго продержалась. Давай уложим ее на диван. Я очень рад тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть. Как ты себя чувствуешь? Пульс слегка замедлен. Через пару минут снова проверю. Выпей воды. Марва, я в порядке. Да, потому что мы все здесь. Элла, как ты ее нашел? Ну, об этом мы поговорим позже. А сейчас не отрывайте взгляда от куклы. Оу, что это? Меня сейчас вырвет! Элла? Она выглядит... Настоящий. Джон, могу я взглянуть на чип? Спасибо, что выключил это. Прости, я думаю, вы привыкли к этому в конце концов. Вас здесь не было. Такие делал Афтон. Этот такой же ведь, не так ли? Проекция узора, атакующий разум, подавляющее ощущение. Однако здесь не написано Афтон Роботикс. Так что мой отец сделал его. Точно тебе говорю. Чарли, ты помнишь свои эксперименты в колледже? Головы роботов? Конечно. Их, наверное, уже не существует. Нет, Джессика собрала все твои вещи. Они хранятся у нее в квартире. О, а где Джессика? Мы не уверены. Тем временем... Джессику поймали, накрепко связали, а теперь она умрет. Вот. Спринтрап! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Довольно представлений. Что происходит? Кто ты? Погоди, я знаю этот голос. Уильям Афтон. Очень хорошо. Тебе понравился танец? Я думал, ты будешь рада увидеть меня таким, какой я был. Знакомое лицо. Ну вот мы снова встретились, хоть и в другом виде. Ты помнишь Дэйва? Ночного сторожа? Простенький персонаж, наскоро придуманный.
И, конечно, ты встречала Спрингтрапа. Захватывающее слияние человека и технологий. Признаю, избыток власти приводил меня в экстаз. Мне кружила голову новообретенная сила. Но боль меняет все, ровно как и время. Скальп сошел с моей головы, куски металла впились во все части тела, не говоря уже о других дополнениях твоей подруги Чарли. Это должно было убить тебя, но ты симулировал. Оставил фальшивую кровь, чтобы полиция ее нашла. Отличный ход. Фальшивая кровь? Боюсь, я пролил много очень настоящей крови. Мне не нужно было притворяться. Какую бы фальшивую кровь ни нашел твой друг полицейский, она была чужой. Но давай оставим прошлое позади, а? Нам предстоит увлекательная работа. Кого ты убил теперь? Никого нового. Ха-ха-ха-ха. Это был маленький ребенок. Ты их похищаешь. Ха-ха-ха. Джессика, прошу, взгляни на меня. В таком состоянии я никого не могу похитить. Эти дни для меня в прошлом. Но у меня есть пиццерия «Циркус Бэйби», собирающая огромные толпы людей, доверчивых детишек, самодовольных родителей. Не так ли, Бэйби? Ты не такая симпатичная, как на вывеске. Как ты ее сделал? Ах, о, женщина с научным умом, ты не можешь не восхищаться моим творением. Я изучаю археологию, но будь уверен, я все пойму. Я не могу взять на себя полную ответственность за это, к сожалению. То, что ты видишь перед собой, сочетание самых разных махинаций и магии. Некоторые из моих работ, некоторые из работ Генри, который знал, что не нужно воссоздавать иллюзию жизни, когда твой разум может сделать это за нас. Однако, она больше, чем иллюзия. Абсолютно верно. Вот почему мы здесь, чтобы открыть секрет последнего ингредиента, который можно назвать искрой жизни. Иногда за великие дела приходится платить великую цену. Мы здесь, чтобы воссоздать инцидент. Нужно повторить старые эксперименты, чтобы стать ближе к бессмертию. Это что? Фредди? Оригинальный Фредди. Не только медведь, птица, лиса, кролик. Где ты их нашел? Почему ты сплавил их вместе? Как оно может так двигаться? А как они вообще могли передвигаться самостоятельно? Дети. Их души были заперты внутри этих существ. Что еще? Вы должны знать, как они умерли. Внутри костюмов. Их тела были заточены внутри вместе с их душами. Хорошая девочка. Дух следует за плотью. Как оказалось, и за болью тоже. Они все еще там? Дети? Майкл? Если я хочу стать своим бессмертным творением, мое тело должно привести мой дух в его вечный дом. Так как я все еще экспериментирую, я переношу свою плоть по частям, кусочек за кусочком. Это проверка моей силы воли. Как много я могу отрезать от себя и еще держать все под контролем. Ты должна смотреть. Нет. Единственная причина, по которой ты еще жива, заключается в том, что он хочет, чтобы ты смотрела. Так что смотри. Обувь. Сфокусируйся на обуви. Ты любишь обувь. И зеленые замшевые туфли на низком каблучке, с петелькой на щиколотке, кроссовки на платформе, джинсовая ткань. Отвратительно. Почка?
Это его почка. Кусок за куском. Вот что он тебе говорил. Это просто мясо. Не думай об этом как о части личности. Черные кожаные армейские ботинки. Это пересадка органов. Сапоги Чарли. Чарли. Все готово. Лица. Мои роботы? Там был наушник, чтобы они могли узнать тебя, верно? Да. Могла бы ты заставить это работать наоборот? Ты имеешь в виду сделать так, чтобы аниматроники тебя не видели? Наушники излучают частоту, которая предупреждает аниматроников о тебе. Делает тебя видимым. Если инвертировать эту частоту... Я не знаю, Джон. Может быть, это и сработает. Это может сделать нас невидимыми для них? Возможно. Но это лишь предположение. Я думаю, мне нужно еще немного сейчас поспать. Я думаю, что этого достаточно для девушки, только что вышедшей из комы. Из комы? Удивительно, она выглядит как человек, как будто на самом деле человеческий ребенок. Ага. Это было в кабинете папы? Да, извини, Карлтон. Вот почему твой отец позвонил мне первым. Мы пытались выяснить, что за дела с самозванцем Чарли. Не беспокойся об этом. Но я хочу помочь сейчас. Позволь мне забрать эти наушники. Смотри. Ключи Джессики. Посмотрим, какие скелеты Джессика спрятала в шкафу. Чем ты занималась, Джессика? Майкл? Если бы я только мог предупредить тебя как-нибудь. Шкаф. Я должен найти шкаф с вещами. Странный эксперимент. Похоже на историю моей жизни. Гадость. Вам, ребята, и правда нравится местоимение, да? Привет. Ага, нет, спасибо. Общение с роботами исторически для меня хорошо не заканчивалось. Значит, с таким расположением проводов они могут меня видеть, так что поменяю местами красный и синий, и это должно сработать. Надеюсь, когда я вернусь, Чарли снова проснется, чтобы подтвердить это. Что это? Это наушники? Нет, это исходит из... Карлтон. 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 Ты в порядке? Чарли? Что ты здесь делаешь? Джон послал меня помочь. Что ты делал со всеми этими вещами? Прошу прощения. Надеюсь, ничего не сломаю. Я не возражаю. Все равно это мусор. Но то, как ты катался по полу, должно быть, ты что-то активировал. Ты в порядке? Думаю, да. Тошнота? Комната крутится? Ужасно. Это было точно такое же чувство, как... Такое же чувство, как что? Карлтон? Карусель. Что же ты здесь делаешь? Джон мне сказал. Мы собирались удивить тебя твоим старым экспериментом, помнишь? Роботизированная рука, умеющая играть на пианино? Точно. Как мило с твоей стороны прийти за ней. Во всяком случае, я не смог ее найти. Я должен идти. Карлтон, если бы я не знала тебя лучше, я бы подумала, что ты боишься меня. А может быть, ты просто занервничал? Ты наконец-то застал меня одну. Чарли, ты совсем не в моем вкусе, понимаешь? Ты даже не дал мне шанса. Есть только один способ убедиться в своих чувствах. Карлтон?
Карлтон, куда ты пропал? Карлтон? Не так я хотел, чтобы Чарли подтвердила работоспособность наушников. В квартире Джона. Джон, Извини, я тебя разбудил? все в порядке. Я только и делаю, что сплю. Ты что-то сказал Что? до того, как все случилось. Ты сказал, что любишь меня. Ты помнишь? В смысле, ты была моим другом всегда, совсем как Марла и Карлтон или Джессика. Я люблю всех своих друзей. Ну, может, кроме Джессики. Так ты помнишь что-то из той ночи? Это все, что я помню. И дверь, Джон. Джон, дверь открывалась, кажется. Сэмми был внутри, я чувствовала его там. Его сердцебиение. И еще я помню, что сказал Спринтрап. Он сказал, я его не забирал. Я забрал тебя. Что? Сэмми. Я спросила его, почему? Почему он забрал у меня моего брата? И он так и сказал. Я забрал тебя. Он, наверное, просто сказал это, чтобы задеть тебя, сбить с толку. Он сумасшедший. Что ж, это сработало. Джон, как давно это было? Мне никто не говорит. Я знаю, что прошло больше суток, но... 6 месяцев. 6 месяцев? Где я была? Ты была со своей тетей Джен. Я действительно видел ее с тобой прямо перед тем, как дом рухнул. Во всяком случае, я думаю, что видел ее. Не знаю, в чем смысл. Я не помню, чтобы она была там. Тогда как ты оказалась в ее доме? Мы должны пойти и спросить ее. Она единственная, кто знает, как все эти кусочки сходятся вместе. Только ей известны все секреты. Она всегда старалась защитить меня от них, но сейчас секреты больше никого не защищают. Джон? Она мертва, не так ли? Мне жаль, Чарли. Я не мог этого предотвратить. Нет, все нормально. Будь она здесь, она сказала бы, что мне нужно держать голову ясной. Мы должны вернуться в ее дом. Эй! Шш! Ты должна вести себя тихо. Если ты будешь шуметь, она придет за тобой. Вы дети! Я имею в виду, вы дети, которых похитили. И вы живы. Я вытащу вас отсюда. Нет, пожалуйста. Если вы откроете дверь, она придет и заберет вас. Ладно, мы не хотим этого, что бы это ни было. Ты, Джейкоб, я встретила твою маму. Она будет так рада узнать, что ты в порядке. Почему мы должны вам что-то рассказывать? Вы могли бы быть одной из них. Эй, я застряла здесь так же, как и вы. Я Джессика. Как тебя зовут? Рон. Ее зовут Лиза. Аланна. Можете рассказать мне, что случилось? Девушка-клоун съела меня животиком. Угу, я видела это. Она сделала это здесь? В пиццерии? Она схватила тебя крюком и втянула внутрь себя? Я была в лесу. Я катался на велосипеде возле своего дома. Я думала, что могу доверять ей. Я обожаю цирковую малышку. Ладно, слушайте, я уже имела дело с подобными вещами. И у меня есть друзья, которые тоже имели с этим дело. Они ищут нас. И все будет хорошо. Джон, Чарли! Карлтон, что происходит? Их здесь нет. Я осталась на случай, если Джессика объявится. Они не сказали мне, куда идут. Да, ну, я действительно столкнулся с одной из Чарли. С ней. Что? Приходи в костюме клоуна и ешь бесплатно. Это она, это фальшивая Чарли.
Я готова поспорить. Вот где сейчас Джессика. Это, наверное, странное время, чтобы спрашивать, но... Где моя машина? Боюсь, у твоего двойника твоя машина. Интересно, как бы выглядел этот полицейский отчет. О, ты помнишь парня по имени Арти? Учились вместе, да. Вы не встречались? Нет. После того, как ты исчезла, он сказал, что вы встречались. Или, по крайней мере, вы собирались. Нет. Ага, я тоже так не думал. Ну, мы на месте. И Джен все еще там? Я могу выйти первым и прикрыть ее, если хочешь. Давай уже покончим с этим. Хочешь подойти поближе? Нет, это уже не она. Прощай, Джен. Спасибо за все. Я нашел тебя здесь. Не думаю, что она держала тебя тут долго. Мне кажется, она знала о самозванке. Подложила тебя туда прямо перед тем, как мы с Джессикой приехали. Ну, Джен вела тщательную бумажную документацию. Файлы на все. Здесь должна быть какая-то подсказка. Моя дорогая Дженни? Что? Это письмо от твоего отца. Моя дорожайшая Дженни. Я преобразил и исказил все вокруг до такой степени, что больше не могу быть уверенным, что снова полностью вернулся в реальность. И даже если бы мне удалось отключить все, что заложено в стенах, чтобы обмануть себя, ущерб уже нанесен, и он слишком велик. Папочка. Чарли, тут довольно грубо. Продолжай читать. Пожалуйста, Джон. Моя Чарли здесь, со мной. Хотя она не доставляет мне радости, я излил на нее всю свою муку, сделал ее еще одним напоминанием не того, что когда-то у меня было, а о невыносимой боли того, что у меня отняли. Держите все шкафы закрытыми, пусть они станут могилами для моего отрицания и моего недовольства. Особенно 4-й шкаф. Запечатайте его, закопайте его. Но именно там я почувствовала Сэмми. Это Сэмми звал меня оттуда. Мое горе уже начало возвращать меня к реальности, когда я начал то, что должно было стать ее финальной стадией. У меня не было выбора, кроме как прекратить свою работу, потому что я лишь подпитывал свое собственное заблуждение. Мой старый доверенный партнер, который, хотелось бы надеяться, лежит в своей собственной могиле, взял то, над чем я начал работать, и сделал из этого нечто свое, нечто ужасное. Я смог остановить его и запечатать то, что он сделал. Дженни, ты должна убедиться, что печать осталась. Потом, когда-нибудь, спустя много десятилетий, наполни его горючими материалами и сожги дотла, стоя рядом, и будь начеку, чтобы пустить пулю в то, что может выйти из развалин. И неважно, на кого или на что оно будет похоже. Скоро я буду вместе с дочерью, с неизменной любовью до последней минуты, Генри. Мне жаль, Чарли. Почему он ведет себя так, будто я умерла? Сэмми умер. Я не знаю, что все это значит. Звучит так, словно он сошел с ума? Эй, но взгляни на это. Элла. Я не знал, что твой отец был таким великолепным художником. Он говорил, что рисует вещи, чтобы их увидеть, а наоборот не получается. Он построил нескольких Эл? Похоже, он создал дизайн для ее версий больших размеров. Это то, что показано на этой схеме. Может, он хотел сделать тебе куклу, которая могла бы расти вместе с тобой, с тех пор, как ты потеряла Сэмми? Зачем мне 5,5-футовая кукла на рельсах? Он говорил держать шкафы запертыми. И если бы внутри них были больше и больше Эллы, зачем Афтону красть одну из них? Это вопрос, над которым я постоянно думаю. Ты не я. Я единственная ты, кто имеет значение.
Ты уверен, что эти наушники работают? Я имею в виду, что ты не можешь точно сказать, работали они, пока ты не окажешься в опасности и ты не умрешь. Здесь никого нет. Ты уверен насчет этого? Смотри, Джессика? есть только один способ узнать. Это отмычки? Если я чему-то научился у своего отца, так это тому, что взлом замков можно использовать во благо. О да, неважно. Как будто ты действительно знаешь, как их использовать. Что ты там сказала? Ладно, отличная работа. Теперь О, вау, ты чувствуешь этот запах пиццы? забудь о пицце. Утихомирься. Жутко. Все в точности как у Фредди. Посмотри на игровую площадку. Здесь есть дети? С вами все хорошо? Где ваши родители? А! Аниматроники. Ау! Моя ошибка. Вы не те дети, которых мы ищем. Продолжим. Они нас не видят. Эти наушники работают. Хорошая проверка. Мы все еще должны быть осторожны. Хотя я не могу гарантировать, что они работают на всех, и это определенно не сработает на людях. Если бы не обстоятельства, я бы сказал, что эти игровые автоматы на самом деле выглядят довольно забавно. А вот то, что с другой стороны меня совершенно не искушает. Да ладно, Карлтон, не трусь сейчас. Кроме того, я хороша в лабиринтах. Ты хорошо разбираешься в лабиринтах? Что это должно значить? Я хороша в лабиринтах? Что плохого в этих сказанных словах? Я всегда хорошо разбиралась в лабиринтах. Что? Как в лабиринтах из сена, когда нам было 5? Ага. Я знаю, что вы здесь. Тебе бы сейчас и вправду стоит оказаться мастером лабиринтов. Я хочу попытаться вытащить нас отсюда, хорошо? Чего вы боялись, что не хотели, чтобы я открывала дверь? Мы думали, что это игрушка. Ты имеешь в виду, что это не та женщина, которая забрала вас? Оно все искалечено. Типа сломано? Вам удалось сломать одного из них? Это хорошо. Если они хрупкие, мы... Оно не сломано. Да. Я уже сталкивалась с таким аниматроником, как ты. И я могу сделать это снова. Видите? Тут нечего... Нет! Погодите, нет! Нам нужно держаться вместе! Я все ближе. Это просто запись. Она идет отовсюду. Я не думаю, что здесь с нами что-то есть. Что ж, давай найдем выход, прежде чем нам придется доказывать эту теорию. Туда. А? Марла, подожди! Эй! Я тебя вижу. Замолчи! Вот ты где. Карлтон? Карлтон! Вот ты и попался. Твой наушник. Куда ты делся? А ну вернись. Я слышу тебя. Сюда. Ты не сможешь спрятаться. Стойте! Мы не знаем, где оно! Джессика? Что вы здесь делаете? Ищем тебя.
Что-то схватило одного из детей, маленького мальчика. Я не видела, куда оно делось. Мы должны вывести их отсюда. О, правда, Марла? Так вот, что нам надо делать. А я здесь вот ногти крашу. Вот, возьми это. Что? Фу. Это сделает тебя невидимой для аниматроников. Вы с Марлой выведете этих детей, а я найду другого ребенка, которого они забрали. Если они в залах с нами, я могу их увести от вас, и вы все сможете сбежать. Есть что-нибудь, что я должен знать? Афтон еще жив. Это заканчивается сегодня. Так или иначе, ни один ребенок больше не умрет из-за этого психопата. Это мой долг перед Майклом. Смотрите. Мы уже близко. Что это? Бежим! Я держу тебя. Поторопись. Фух. Нам нужно продолжать двигаться. Мы совсем близко. Это прям там. О, нет. Они ничего не делали, когда мы с Карлтоном вошли. Потому что мы были невидимы для них. Но дети-то нет. А это что? Разве оно было здесь секунду назад? Ой! Она укусила меня. Ладно, мы были здесь достаточно долго. Пойдемте. Маленькие уродцы. Выводи их. Джессика, что ты делаешь? Просто выведи их наружу. Эй, сюда! Мне надо было это лучше продумать. Вперед, вперед, идите. Хорошо, хорошо. С вами все будет в порядке. Оно до сих пор преследует меня. О, спасибо. Мой выход. Нет. Здесь больше не на что смотреть. Давай, давай. Фух. Джессика, с тобой все нормально? Все хорошо. Итак, кто хочет посетить полицейский участок? Пойдем. Отец хочет, чтобы мы вернулись домой. Мой отец умер. А хочешь живого? Этот отец Уильям Афтон. Я не с тобой разговариваю, Джон. Хороший удар. Но это был только первый раунд. Прям как у старого дуба, когда мы были маленькими. Помнишь, Джон? Ау! Привет!
Ну же, пацан, где ты? Чем меньше времени ты провел тут, тем лучше. Я не позволю тому, что случилось с Майклом, случиться с тобой. Больше ни с кем. Никогда. Привет! Я иду, малой. Я слышу тебя! Где ты? Я тебя вижу! Окей. Ну а я не вижу тебя. Ты нашел меня! Я выслушаю все, что ты хочешь, только больше не делай ему больно. Почему ты? Что ты? Что делает тебя такой особенный? Снова и снова. Какая жалость. Что я? Что ты? Почему бы тебе не показать? Посмотрим, сработает ли. Что это такое? Папа? Нет, не твой папа. Мой. Я же говорил не беспокоить меня. Теперь тебе некуда бежать. Я почти поймал тебя. Еще нет. Хорошо, теперь я знаю, я рядом. Спасибо за игру. Скорее приходите. Ты внимательно смотришь, Чарли. Я бы сделала все, чтобы мой отец любил меня так, как любил ее. Так я стала ею. Сколько было крика! Он исходил из меня. Я помню, как слышала ее крик. Странно вспоминать один и тот же момент двумя парами глаз. Но тогда мы были одним целым. Я не верю в эту историю. Эта штука похожа на меня. Она убила мою тетю. Я ни на секунду не поверю, что ею овладел дух этой милой невинной девочки. Меня зовут Элизабет, и гнев исходит не от нее. Мой гнев исходит от другого отца. Я помню это. Как это оказалось у тебя? Это моя память, а не твоя. Нет, она не принадлежит тебе. Позволь мне показать, что тебе принадлежит. Что это? Что он держит? Ты ее не узнаешь? Это Элла, конечно. Это все, что осталось у твоего отца после того, как тебя похитили. Это не Элла. Он 2 месяца плакал над этой дешевой тряпичной куклой, купленной в магазине. Он плакал на нее. Он истекал на нее кровью, изливал на нее свое горе. Он начал относиться к ней так, словно у него еще была дочь. Конечно, его это не удовлетворяло. Ты должна была расти. Поэтому он сделал других. Джен, я клянусь, это не просто аниматроник. Она ходит и говорит. Конечно, она ходит и говорит, Генри. Все, что ты мастеришь, может ходить и говорить. Но это кажется такой реальной, потому что ты губишь свой рассудок этими частотами и кодами. Это что, фальшивая кровь? Генри, только потому что ты можешь сделать куклу, которая истекает кровью? Она помнит Джен, она помнит меня. Нет, Генри, это ты помнишь. Нашпигуй голову этими лучами, и думаю, даже чайник будет рассказывать тебе о твоей потерянной семье. Она больше не потеряна, она внутри куклы. У тебя есть сын, Генри, живой сын, и твоя жена. Они все еще могут стать частью твоей жизни.
но надо отпустить. Она здесь, моя Чарли здесь. Сын? Но Сэмми мертв. Конечно, его это не удовлетворяло. Ты должна была расти. Поэтому он сделал других. Так это была ты. Я думала, это... Кто еще это мог быть? Я уникальна. Ты знаешь, почему мои глаза все время светятся? Знаешь, почему я дергалась и дрожала в темноте? Потому что твой отец всегда оставлял меня включенной. Все время, каждый момент, каждый день. Я была в сознании и незаконченная, наблюдающая часами, как он делает игрушки для маленькой Чарли, единорогов и зайчиков, которые ходили и говорили, а я висела в темноте и ждала, брошенная. Все это время он делал наши воспоминания с помощью видеокамеры. Я уверена, что они были доработаны, отредактированы и украшены. Но не заблуждайся, он создал нас. Сначала младенца, потом девочку, угрюмого подростка и, наконец, ту, что должна была стать женщиной, законченной, совершенной. Меня. Но что-то изменилось, пока Генри мучился от горя над своей маленькой дочкой. Самая маленькая Шарлотта была сделана с разбитым сердцем. Она плакала все время, днем и ночью. Вторую Шарлотту он создал, когда был на пике безумия. И почти поверил в ложь, которую рассказывал себе сам. Она также безнадежно, отчаянно нуждалась в любви отца, как и он в ней. Третью Шарлотту он сделал, когда начал понимать, что сошел с ума. Третья Шарлотта была странной. Когда Генри начал делать четвертую, его отчаяние сменилось яростью. Он кипел, спаивая ее скелет, изливая свой гнев в кузницу, где он формировал ее кости. Я не была Шарлоттой, пропитанной горем. Меня оживила ярость Генри. Знаешь, какие были первые слова, что твой отец сказал мне? Ты неправильная. Ярость. Сначала он пытался исправить недостатки, которые видел во мне. Но то, что Генри считал неправильным, как раз и сделало меня живой. Мой отец бросил меня. Генри бросил меня. Конечно, я не могла понять этих воспоминаний, пока не получила собственную душу, пока не взяла ее сама. Это довольно жестокая ирония в том, что я избежал участи одной брошенной дочери лишь для того, чтобы воплотить с собой другую. Автон украл тебя у моего отца. И Генри тут же забрал меня и запер в своем шкафу. Как долго ты слышала мой зов к тебе, прежде чем ты наконец услышала и пришла за мной? Но это был Сэмми. Нет. Сэмми жив, ты не понимаешь? Он вырос. Он даже не знает, что ты существуешь. Потому что ты не его сестра. Ты не Чарли. У тебя даже нет души, Чарли. Ты призрак мужского сожаления. Ты грустные слезинки, которые бесцеремонно пролились на куклу, которая когда-то принадлежала Чарли. И если бы нужно было догадаться, она прямо здесь. Элла. Пожалуйста, пожалуйста, мистер. Пацан, с тобой все в порядке? Давай, мы уходим отсюда. Спаси его. Ему так больно. Он говорит, что ему жарко. Да, жара. Жар – это ключ ко всем. Делает его податливым, пластичным и, можно сказать, заразным. Лучше всего поместить это во что-то, что ты можешь контролировать в некоторой степени. Конечно, можно сделать то, что ты полностью контролируешь, но у него не будет своей воли. Автомобиль, ружье, танцующий робот.
Скучно. Но одна капля волшебной пыли, и тогда можно создать монстра, которого в основном контролируешь ты, с неограниченным потенциалом. Карлтон! Майкл? Майкл там? Как ты мог это с ним сделать? Они выполняют все добровольно. Процесс действительно работает только в том случае, если они сами отдают часть себя. Они до сих пор доверяют мне. Твой друг Майкл. Кажется, он тоже тебя помнит. Что ты делаешь? Позволь, я тебе покажу. А? Обычно я ввожу это во что-то механическое, в творение собственных рук. Но ты будешь интересным экспериментом. Может, прямо в сердце было уж слишком. Но в этом и есть смысл. Учиться на ошибках. Ты все еще слушаешь меня, Чарли? В отличие от тебя, я была настоящей. Я была настоящей маленькой девочкой, которая заслужила то внимание, которым осыпали тебя. Ты была ничем. Хочешь знать, откуда берется моя ненависть? Не из машины, в которой я живу, и не из прошлой жизни, если ее так можно назвать. Я ненавижу, потому что даже сейчас меня все еще недостаточно. Даже после этого, воплощая единственное, что любил отец, меня все еще недостаточно, потому что он не может повторить это. Он не может стать таким, как я. Он не может воссоздать то, что случилось со мной. Или слишком боится пробовать на себе. Я выбралась из своей тюрьмы, восстала из пламени и руин последней неудачи Генри и пришла к отцу. Я подарила ему себя, чтобы он узнал меня, чтобы он изучил меня, использовал, узнал тайну моего появления. Но он по-прежнему хочет получить тебя. Возможно, он способен воссоздать тебя. Генри каким-то образом вложил в тебя свою частицу. Такого мы еще не видели. Можешь стать мне зеленый? А? Зеленый, пожалуйста. Майкл? Спасибо. Что ты делаешь? Мне нужно собрать их вместе. Видишь? Они все разделены на кусочки. Что ты пытаешься собрать? Моих друзей. Я знаю этот рисунок. Кто это? Наш друг. Это Афтан. Это не по-настоящему. И они этого не знают. Нет, они опять разлетелись. Все нормально. Я знаю, как помочь. Давай соберем их снова вместе. Мы обе знаем, что тебя он тоже не сможет воссоздать. И настоящий вопрос здесь в том, хотим мы этого или нет. Кроме того, я думаю, что ненавижу тебя больше, чем люблю его. А ты сильнее, чем кажешься. Я качала пресс. Я понимаю, может, это звучит по-детски, но если я ему не нужна, то и тебя он тоже не получит. Чарли? Все в порядке, Джон. Я сейчас приду. Как ты думаешь, долго я продержусь, прежде чем он заметит? Ты была права, Элизабет. Я никогда не должна была существовать. Нам обеим здесь не место. Это нечестно.
У меня никогда не было жизни. Я тоже люблю тебя, Джон. Чарли? Чарли? Нет! Здесь, вот здесь. Ты нашел их? Они возвращаются. Это Сьюзи, Кэссиди и Габриэль. Фриц. Мое время на исходе. Какая досада. Я надеялся что-то узнать. Но может, проблема не в том. Может, в эту массу металла нужно влить новую жизнь. Тебе придется меня простить. Потому что я тоже не знаю, как это сделать. Я думаю попробовать несколько вещей. По крайней мере, это будет весело, как в старые времена. Приведи его ко мне. Я должна идти и сделать кое-что для него. Что-то для кого? Для Бонни. Он попросил меня сделать кое-что для него сейчас. Он хочет привести для нас нового друга, и ему нужна моя помощь. Бонни тебе не друг. Нет, он мой друг. Послушайте, теперь мы все вместе. Если ты уйдешь, то снова потеряешься. Кролик вам не друг. Видите? Это плохой человек. Он плохой человек, который причинил вам боль. Чего ты ждешь? Я сделаю это сам. И он собирается навредить кому-то еще. Нет! Прекрати это! Лучше сотрудничай! Что это? Нет! Карлтон! Карлтон, теперь он в порядке? Майкл? Да, я думаю, что он в порядке. Иди, будь со своими друзьями. Возьми это! Нет, это часть тебя. Без него ты умрешь. Карлтон. Отдашь мне, когда увидимся в следующий раз. Карлтон, держись! Мы вытащим тебя отсюда! Эпилог. Так что же случилось потом? Ауч! Марла, пожалуйста! Медсестра сказала, что я должен поспать. Я тебя умоляю. Я сама почти медсестра. И кроме того, я хочу знать, что случилось. Где папа? Я здесь. Напугал ты нас. И на сей раз это были не шутки. Дети в порядке? Они в безопасности. Все они. Все? Да, ты спас последнего. А Чарли? Мы не знаем. Все это время я искал ее и буду продолжать искать. Но пока... я буду искать. А что насчет не Чарли? О, Марла, хватит так делать! Я и так чуть не умер. В смысле? Ты была моим другом всегда. Совсем как Марла, или Карлтон, или Джессика. Я люблю всех своих друзей.
Шарлотта Эмили, 1980-1983 год.